Будет держаться на воде или нет? На воде держится, но мне кажется, что я весь сырущий сейчас буду, когда сяду. Друзья, всем привет! Меня зовут Ярослав Кучер. И в сегодняшнем выпуске мы с вами сделаем плот, а также попробуем сделать надью. Раскрою секрет, у меня это получилось. Сейчас вы это увидите. Приятного вам просмотра. Итак, друзья, я приехал наконец-таки на место, стащил сюда все бревна, которые нам понадобятся, наконец-таки. И, в общем-то, начинаем работу. Сейчас защищаем от сучьев наши тонкие бревна и начинаем делать. Все, приступаем. Ну что, друзья, все готово. Начинаем делать. Все затащил на плот. Пол наш и, собственно, сам каркас. Все, начинаем работать. Фу, пока таскал, устал, конечно. Но ничего, начинаем. Ну что, друзья, вот такая вот ерунда у нас получается. Сейчас нужно вот здесь вот отпилить. Были бы бревна нормальные или хотя бы доски, потому что бревна они гнилые, капец. Сейчас вот это отпиливаем. Может еще эти приколотим. Да не может, а что приколотим, что? Зря я их тащил, что ли. Приколачиваем и выплываем. Охренеть, что получилось? Сейчас я нахожусь около своей будущей надьи. Не знаю, получится у меня ее сделать или нет. Посмотрел наброски в интернете, сам ни разу в жизни не делал. В общем, я взял вот такую вот пилу-ножовку. Не стал брать бензопилу, потому что на мотоцикле, я приехал на мотоцикле, ее
очень тяжеловато сюда вести километр, даже возможно 2 километра от дома. В общем, будем пользоваться вот такой ножовкой, распилим бревно и будем действовать следующим указанием. Все вам расскажу, все покажу. В общем, приятного просмотра. Начинаем делать надью. Друзья, вот так вот у меня пока что получается. Зачистил немного. Все вот эти, то, что упали, щепки, мы будем использовать также потом, чтобы это все горело. Соберем, положим вот так сюда. Кто не понимает вообще, как будет это все выглядеть, прикладываю снова фотографии. И потом мы будем пилить. Не зря я ножовку взял. Будем пилить еще одно дерево сверху. Ну не дерево, а валежник, естественно. Живые деревья мы брать не будем. Запилим, положим наверх. Также вот так вот подчистим. И под ней уже накладем бересты и подожжем. И это должно все гореть. И говорят, что очень надолго надьи хватает. Если вот, допустим, приходит лесник, да, на ночь остается в лесу, делает надью, ее до утра спокойно хватает, в тепле ночуешь. Такие вот дела. Сначала сделаем, потом это все зажжем и проведем здесь, возможно, даже ночь. Посмотрим, друзья. Все, приступаем дальше. Еще нужно подзачистить поглубже, чтобы бревно следующее лежало хорошо. И потом пойдем пилить бревна с вами. Второе бревно. Итак, друзья, сейчас мы с вами берем ножовку и идем. Я там нашел небольшое завалившееся дерево. Оно тонкое, правда, не знаю, подойдет оно нам или нет. Попробуем его распилить. Если сухое, то обязательно возьмем его. Тут оно как раз рядом. Далеко я не стал искать ничего. В общем, начинаем пилить, посмотрим. Возможно, еще возьмем другое. Ну что, друзья, сейчас будем также зачищать только уже это бревно. И дальше уже будем класть это самое бревно. Оно, кстати, гнилое. Я не знаю, подойдет оно вообще или нет. Но не зря же я его пилил. Поэтому проверим, не подойдет, возьмем другое. А так оно вроде как гнилое. Сейчас зачистим и посмотрим. Может, внутри оно нормальное. В общем, друзья,
Бревно оказалось более чем хорошее. Оно сухое внутри, даже очень сухое, как будто бы специально просушивали для меня. Кладем наверх. Возможно, здесь нужно побольше еще сделать углубление, но хотя сейчас посмотрим. Кладем наверх, под низ. Ну, сначала береста под низ, потом наверх бревно. И можно будет начать поджигать. В общем, друзья, сначала все сделаем. А потом, возможно, на следующий день, возможно, сегодня. Потому что еще рано, возможно, сегодня. Я приеду сюда уже, грубо говоря, ну не с ночевкой, но на вечер так точно. И уже потом попробуем это зажечь. Естественно, все в этом выпуске, поэтому продолжаем. Сейчас поставим, все приготовим. Главное, чтобы не было дождя, чтобы береста потом не была сырой. Потому что у меня ни спичек, ничего с собой. Потом едем до дома и уже приезжаем сюда. Поджигаем это все и смотрим, будет ли у нас работать или нет. Я решил полностью зачистить от коры бревно, потому что все вы знаете то, что кора плохо горит, и я побоялся то, что она не загорится, когда я все буду поджигать. Вот так вот, получается, поджигаю все с обеих сторон, и по идее надея должна работать. Верхнее бревно должно быть намного больше, но это такой испытательный вариант. Посмотрим, вообще будет у меня это работать или нет. Сейчас я еду домой и позже уже в рабочей обстановке, в рабочей одежде и так далее приезжаю сюда и пробуем это все дело. Приеду ближе к вечеру, главное, чтобы не было дождя. Все, всем приятного просмотра, продолжаем выпуск. Я готов отплывать, друзья, я готов. Представляете, я взял весло вот такое. Сейчас попробуем его стащить. Ух ты, нифига себе. Я думал, это будет легче. Охренеть, тяжелая балыга, как бы не потонуть. Неохота плавать, холодная вода. Так, будет держаться на воде или нет? На воде держится, но мне кажется, что я весь сырущий сейчас буду, когда сяду. На нем, друзья, куда-то если плыть. Охренеть, друзья. Так. Друзья, мы плывем. Мы уже почти на середине реки. До того берега и обратно. Это если куда-то плыть на нем далеко, то это, мне кажется, очень долго будет, если это вообще возможно. Охренеть. Так, сядем подальше. Тут лучше держаться на середине, иначе немножко тебя перевесит и все, ты улетишь. Охренеть. Сидеть, конечно же, неудобно. О, отплыл, друзья, смотрите. Вон он, плот. Охренеть. О! Фу-фу-фу. Друзья, мы сделали это. Ноги сводит. Да, потонуть сейчас, конечно, не хотелось бы. Вода холоднющая. Течением несет. Охренеть. Хорошо, весло с собой взял, иначе это бы был вообще капец.
Нам нужно, друзья, вон туда плыть. К тому берегу. Мы там его, потому что оставлять будем. Охренеть. Так, только главное, чтобы он не уплыл от нас. Так. Тащим его. Главное, чтобы он не уплыл никуда за ночь. Итак, друзья, я вернулся к нашей с вами Наде. Время, конечно, уже вечер. Стемнало, видно, да, по камере даже. Подстемнало. Вот так вот у нас все выглядит, как вы помните. Туда я щепок накидал. Сейчас будем поджигать, была не была. Надеюсь, все сработает. Посмотрел еще пару видосов. Нужно, конечно, скорее всего, веток еще туда попихать. Сейчас попихаем, чтобы все-таки наверняка. А так все нормально держится, не шатается, все хорошо. Сейчас будем пробовать. Взял спички, лучше зажигалка, конечно, была бы. Быстрее бы это все дело. Ну, сейчас посмотрим. Все, давайте за работу. Вот такой вот, друзья, шедевр получился. Начинает разгораться потихоньку. Думал, сначала приподнять нужно, чтобы разгорелось лучше. Но вот сейчас, как видите, оно уже начинает разогреваться само, расходиться. Видите, вот здесь огонь хороший. Вот так вот изнутри прямо все прогорает, друзья. У нас с вами получилось. Даже жар такой, знаете. Ну, пока что это от огня. А когда будет уже полностью уголь от этого бревна, будет хороший жар. Я думаю, часов на 5 такой конструкции должно хватить. Чем толще диаметр ствола верхнего, тем на дольше хватает, как я посмотрел в интернете. Посмотрим, что будет дальше. Разгорится, не разгорится. Но вот здесь, да, конечно, очень хорошо горит. Да и там нормально, в принципе. Главное, береста прогорела, и уже не береста горит, а сам ствол. Поэтому хорошо получилось у нас, друзья, с вами. О! Лежишь вот так вот, друзья, и понимаешь, какой все-таки это кайф находиться в тайге, особенно когда тепло. Это еще температура на улице не такая холодная. Осень, как бы не зима. Вот попробуем мы с вами зимой такое сделать, когда мороз, и уже проверим, как хорошо она греет. Ставьте лайки, сделаем еще одну Надю, но уже больше, с полным выживанием, возьмем с собой палатку и так далее. Кстати, Надя горит хорошо. Все, друзья, у нас с вами получилось. Ставьте лайки. Я поплыву на нашем с вами плоте, который мы сегодня сделали. И заплывем так далеко в лес, по реке. И сделаем там Надю. О как! Соберем с собой много вещей.
и на плоте с вами поплывем. Плот у нас, конечно, такой хилый, ну ладно, сойдет. Красота. И отдыхать. Ну что, друзья, вот такой вот выпуск у нас получился. Пиши в комментариях, что мне еще сделать, а также ставь лайки. Всем спасибо за просмотр. С вами был Ярослав Кучер и всем пока.